Привет всем! Меня зовут Чан Ха Иван, я руководитель школы цигуна Гималаи во Вьетнаме. Очень рад снова видеть вас в этом видео. Сегодня я буду обучать вас одному замечательному упражнению. Это упражнение называется Чунг Суан Конг, что означает «вечная молодость». Как подразумевает название Чунг Суан Конг, «вечная молодость» — это упражнение дает вам много жизненной энергии. Оно помогает замедлить процесс старения, делая вас значительно моложе вашего реального возраста. Вы всегда будете чувствовать, что ваше тело наполнено жизненной энергией, полно любви к жизни. Это упражнение удивительным образом лечит такие проблемы, как головные боли, боли в плечах, шее и затылке. Многие пациенты с дегенерацией или грыжей шейного отдела позвоночника получили рекомендацию от врачей пройти операцию на межпозвоночных дисках. Но благодаря регулярным занятиям Чунг Суан Конг, вечной молодостью, они избавились от болезней и избежали хирургического вмешательства. Кроме того, это упражнение также быстро помогает при таких заболеваниях, как вестибулярное расстройство, недостаток крови в мозге, низкое кровяное давление. Оно также помогает укрепить систему связок и мышц, делая их крепкими и гибкими и обеспечивает ловкость движений, как у молодых людей, независимо от вашего реального возраста. Даже если вам 50, 60, 70 или 80 лет, вы все равно сможете передвигаться быстро и ловко, как молодой человек. Кроме того, это упражнение имеет множество других замечательных эффектов. Всего 30 минут упражнений приносят столько пользы и даже больше, о чем мы пока не можем рассказать полностью. Так что же мы ждем? Давайте начнем тренироваться прямо сейчас. Приглашаю вас. Давайте начнем. Сложите ладони вместе и потрите их, чтобы согреть. Интенсивно потрите ладони. Когда ладони станут теплыми, приложите их к щекам и массируйте вверх и вниз с обеих сторон лица. Сделайте это 30-40 раз. Теперь приложим ладони к лицу и также массируем вверх и вниз 30-40 раз. Такие массажные движения помогают улучшить эластичность кожи лица, делая ее всегда гладкой. Когда кожа лица эластична, вы выглядите моложе. Затем поместите 3 пальца каждой руки на точку интан или третий глаз, прямо посередине лба. Надавите и массируйте в стороны. Помните, что нужно сильно надавливать и массировать в стороны. Сделайте это примерно 30 раз. После этого поместите эти 3 пальца на глаза. Нежно массируйте в стороны. Делайте это легко, не так сильно, как когда нажимаете на лоб, массируйте нежно. Также делайте около 30 раз. Далее мы помещаем указательный палец на внутренний край брови и круговыми движениями массируем вокруг глаз. Помните, что нужно массировать в области костей, не давя на глаза, вращайте вокруг краев костей орбиты глаза. Сделайте 30-40 вращений. В этой области вокруг глаз находится множество активных точек, которые помогают улучшить зрение.
có tác dụng hỗ trợ làm tăng thị lực của mình lên. Не забывайте подписаться на канал, чтобы поддержать наш канал. Далее снова потрите ладони друг от друга, чтобы согреть их. Приложите ладони к глазам, откройте глаза и моргайте, позволяя зрачкам ощутить теплую энергию, исходящую от ладоней. Luồng năng lượng ấm nóng từ lòng bàn tay tỏa ra. Повторите это действие еще 3-4 раза. Đến 4 lần nữa. Не забывайте подписываться на канал, чтобы поддержать наш канал. Видите, после выполнения этого упражнения наше зрение значительно улучшается. Cái tầm nhìn của chúng ta nó được cải thiện lên rất nhiều. Если до выполнения упражнения вы видели все нечетко и расплывчато, Thì bây giờ то теперь все станет thấy яснее. là chúng ta đã nhìn mọi thứ nó rõ ràng hơn. Теперь мы поместим кончики указательных пальцев у обеих сторон носа и массируем вверх и вниз Và вдоль sát носа. lên, sát xuống, dọc theo sống mũi. Проведите такой массаж примерно 100 раз. Такой массаж помогает согреть Hai cái обе sống mũi стороны носа. nó ấm, nóng lên. После того, как вы проведете примерно 100 раз массажа, вверх и вниз, вы почувствуете, что ваш нос станет горячим. Вдоль носа находится множество активных точек, которые помогают дыханию. Тем, кто часто страдает от заложенности носа, затрудненного дыхания или синусита, следует регулярно выполнять эти упражнения. Это значительно поможет в лечении. Далее, возьмите два пальца и потяните за перегородку между ноздрями. Затем поместите указательный палец на точку рэньчжун, Áp vào huyệt расположенную между носом и nằm губой. giữa mũi và môi. Нажимайте на точку рэньчжун и круговыми движениями массируйте. Затем повторите движение в обратном направлении.
Точка Рэнчжун способствует ощущению свежести, бодрости, концентрации и ясности sảng ума. khoái, sự tỉnh táo, tập trung, minh mẫn cho con người. Далее, если вы мужчина, поместите пальцы на нос и проведите вверх и вниз, как я Chạm lên делаю. thấp xuống, dọc theo sống mũi. Nếu Если mà вы là phụ nữ, женщина, поместите chạm палец đầu vai выше и vào ниже губ и массируйте chỗ này, влево и môi trên, вправо. cũng có thể môi dưới và sát ngang, kéo trái có phải. Запомните, Đàn ông sát мужчины mũi, массируют нос, đàn а bà женщины– sát môi. губы. Sát Массаж mũi носа nghĩa là giúp помогает cứng улучшить cho, эрекцию. hỗ trợ cho cái sự cứng của dương vật tốt hơn. А массаж губ у женщин Và sát помогает ngang увеличить môi уровень женских thì nó гормонов. làm tăng cái nội tiết tố của phụ nữ, nội tiết tố nữ. Ok, Хорошо, vậy chúng ta теперь положите đặt tay vào руки и các động tác. начните массировать. Закончили. Động tác tiếp Далее theo, стучите зубами, как chúng будто ta sẽ жуете. gõ hai hàm răng vào nhau. Стучите Gõ hai hàm быстро răng и vào nhau. сильно. Это движение делает зубы здоровее. Giúp cho cái hàm răng của mình nó khỏe hơn. Затем мы используем кончик языка, чтобы потереть внешнюю поверхность верхней челюсти. Трите слева направо, затем справа налево. Повторите это около 40 раз. Ngoài trái phải tính là một lần, chúng ta sẽ quát khoảng 40 lần như vậy. Отлично. Теперь потрите языком внутреннюю сторону верхней челюсти. Отлично. Теперь мы потрем внешнюю сторону Ta нижней quét dùng челюсти. lưỡi quét mặt ngoài cả răng dưới. Теперь мы потрем внутреннюю сторону нижней челюсти. Của hàm răng dưới.
Движение языком для чистки зубов помогает нам избавиться от запаха изо рта и заболеваний пародонта. Далее мы помещаем кончики пальцев на виски и сильно царапаем. Царапайте сильно, как будто чешете голову. Царапайте от висков к затылку. Затем положите руки здесь, продолжайте царапать и в третий раз царапайте по макушке. Царапайте всю поверхность головы. Постарайтесь царапать всю макушку, не пропуская ни одного квадратного сантиметра. С этими тремя движениями царапания мы должны охватить всю поверхность головы, не пропуская ни одного места. Хорошо, теперь давайте поцарапаем голову. Это движение царапания головы улучшает кровообращение в мозге, что очень хорошо для людей с недостатком крови в мозге. Начнем. Теперь мы будем царапать затылок. Царапайте сверху вниз, затем снизу вверх. Царапайте много раз. Царапайте сверху вниз, затем снова снизу вверх. Царапайте сильно. Движение царапания затылка улучшает кровообращение в шейных позвонках. Это помогает в лечении дегенеративных заболеваний и грыж шейного отдела позвоночника. Далее переплетите пальцы и приложите их к затылку, потирая сильно в обе стороны. Потирая затылок, поворачивайте голову влево и вправо. Обратите внимание, нужно тереть сильно, чтобы затылок стал теплым и горячим. Это важно. Хорошо, теперь массируйте затылок каждой рукой отдельно, также поворачивая голову в обе стороны. Далее мы будем массировать шею. Закиньте голову назад и погладьте рукой от подбородка вниз по шее. Я знаю, что при выполнении этого упражнения женщины боятся, что если они будут так массировать шею, то их кожа на шее обвиснет. Но это не так. Я и сотни тысяч моих учеников занимаемся этим
Уже 15 лет, и наша кожа на шее не только не обвисает, но и становится очень упругой. Теперь мы будем массировать каждую сонную артерию. Массируйте от сонной артерии слева к правой. Массируя, поворачивайте голову. Теперь переходим к ушам. Зажмите края ушей между указательным и средним пальцами. Cái tai của mình vào kẽ ngón trỏ và ngón nhẫn. Зажмите и тереть вверх и вниз. Tai vào. Трите сильно, чтобы уши стали горячими и покраснели. Хорошо, после такого массажа ушей вы почувствуете, как уши станут горячими. На краях ушей находятся более 300 активных точек, связанных с функционированием внутренних органов. Массируя уши таким образом, вы также массируете внутренние органы. И как вы видите, после такого массажа ушей и в целом после завершения первой части упражнений, включая массаж лица, почесывание головы, почесывание затылка, вы почувствуете себя очень освеженными и приятными, и ваше тело станет теплым и комфортным. Утром, когда вы просыпаетесь, попробуйте выполнить эти упражнения. Выполните эти упражнения, а затем выйдите на улицу, на двор. Потому что если вы находитесь внутри дома и выходите на улицу зимой, разница температур может привести к простуде или инсульту. Поэтому сначала выполняйте эти упражнения, а потом выходите на улицу. Таким образом, вероятность избежать риски инсульта и простуды значительно выше. Практикуйте это каждый день сразу после пробуждения. Теперь перейдем ко второй части. Скрестите пальцы рук, положите их перед животом, сидите прямо, расслабьте позвоночник. Расслабьте 7 шейных позвонков. Поворачивайте голову влево, вдыхая. Поворачивайте вправо, выдыхая. Поворачивайте влево, вдыхая. Поворачивайте вправо, выдыхая. Далее откидываем голову назад, вдыхая. Наклоняемся вперед, выдыхая. Откидываем голову назад, вдыхая, наклоняемся вперед, выдыхая. Я хочу отметить, что пациенты с грыжей или дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника не должны сильно откидывать голову назад. Помните, пациенты с грыжей или дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника не должны сильно откидывать голову назад. Достаточно лишь немного откинуться назад, не сильно, всего немного. Если вы чувствуете сильную боль и не можете откинуться назад, то не делайте этого, просто наклонитесь вперед. А люди, у которых нет проблем с шейными позвонками, могут откидывать голову назад, вдыхая, и наклоняться вперед, выдыхая. Откидывайте голову назад, вдыхая, и наклоняйте вперед, выдыхая. Откидывайте голову назад, вдыхая, и наклоняйте вперед, выдыхая. Далее мы будем кружить головой, наклоняться вниз, выдыхая, откидываться назад,
вдыхая, наклоняться вниз, выдыхая. И помните, те, у кого грыжа или дегенеративные заболевания шейного отдела позвоночника, не должны откидывать голову назад. Стараемся прижимать уши как можно ближе к плечам. Теперь повернемся в обратную сторону. Заканчиваем второе упражнение. Третье упражнение. Мы складываем руки, не слишком сильно сжимая, умеренно. Приложите кулаки к груди. Держите их на расстоянии друг от друга. Не держите близко, а на расстоянии. Теперь вдохните, поднимите локти вверх как можно выше, выдохните, опустите вниз, поднимите вверх, вдохните, опустите вниз, выдохните. Проделайте это около 30 до 40 раз. Вдохните, выдохните, вдохните, выдохните, вдохните, выдохните. Это упражнение укрепляет мышцы плеч и плечевые суставы, делая их сильными и гибкими, Cơ vai, khớp vai rất mạnh khỏe, rất dẻo dai. а также улучшает Đồng thời циркуляцию энергии по меридианам сердца и легких. kinh lạc, Завершаем третью часть. tim, phổi. Hết thức thứ ba. Теперь переходим к четвертой части упражнения. Thứ tư của bài tập. Мы будем выполнять движения для стимуляции меридианов в области ладоней и пальцев. Lòng bàn tay, Сожмите две ладони hai tay и nắm потрите đỏ, внутреннюю sát сторону vào запястья, khuỷu tay bên чтобы trong. они согрелись. Трите сильно, как я делаю. Затем потрите Sau đó внешнюю chúng ta сторону sát запястья. phía đối diện, sát khuỷu tay bên ngoài. Поменяйте руки. Продолжайте интенсивно тереть. Сложите ладони вместе, круговыми движениями потрите. Поверните в обратном направлении. Потрите внутреннюю сторону ладони друг от Kẹp chặt друга. bàn tay vào nhau. Сожмите кулаки и тереть эту область. Теперь потрите внешнюю сторону ладоней. Далее потрите линию от указательного пальца к большому. Cái đường Разведите руки и потрите эту từ область. ngón trỏ đến ngón cái, căng tay ra, săn nóng cái khu vực này. Поменяйте руки.
Такое терение ладоней помогает улучшить циркуляцию крови и энергии по меридианам Ян. Các kinh lạc dương, mỗi ngón tay, Каждый палец соответствует началу меридиана Ян, ngón út thì кроме hai đường. мизинца, у которого два меридиана. Далее мы защемляем каждый палец между указательным и средним пальцами. Vào kẽ ngón trỏ và ngón giữa. Указательный и средний пальцы образуют щипцы. Защемляем палец, сильно потираем по 10 раз на каждый палец. Поменяйте палец. Đổi tay. Đổi. Поменяйте. Поменяйте руку и повторите то же самое. Поменяйте палец. Поменяйте. Как я уже говорил, каждый палец соответствует началу меридиана Ян, кроме мизинца, у которого два меридиана. Таким образом, трение пальцев помогает улучшить циркуляцию крови и энергии по меридианам Ян. Хорошо, теперь мы растягиваем ладони, трем точку Лагун. Sát vào cái huyệt lau cung. Точка Лагун находится здесь, на внутренней стороне ладони. Chúng ta sát như Мы thế. трем ее таким образом. Трите сильно. Нужно согреть точку Лагун. Поменяйте руку. Сделайте то же самое. Трите это место. Теперь растяните левую руку и ударьте по точке Лагун на левой ладони. Lòng bàn tay trái. Đổi tay. Смените руку и сделайте то же самое. Трение ладоней, помимо стимуляции циркуляции крови и энергии по меридианам Ян, делает наши руки очень мягкими и нежными. Thì nó còn giúp chúng ta có một cái bàn tay rất là mịn màng, đặc biệt là phụ nữ khi tập bài này. Это особенно важно для женщин. Они больше не будут грубыми, шершавыми, сухими или с видимыми синими венами. То же самое касается шеи. В первой части, когда мы массировали шею, это помогло сделать кожу шеи эластичной и гладкой. Вы, наверное, знаете, женщины часто тратят много денег на уход за кожей, но даже тратя много денег, невозможно достичь такой красивой, гладкой, эластичной кожи, как при выполнении этих упражнений цигун. Продолжайте заниматься, и у вас будет гладкая кожа, красивые руки и молодость. Закончив четвертую часть, переходим к пятой. С первой до четвертой части мы сидели. В пятой части мы будем выполнять упражнения стоя. И начиная с пятой части, я буду использовать видеоклип, записанный 4 года назад. Там я занимаюсь вместе с двумя моделями. В то время я был приглашен обучать цигун вьетнамской электроэнергетической корпорации ВН, одной из самых могущественных корпораций во Вьетнаме. Спустя 4 года я стал здоровее и моложе. Вы увидите это сейчас. Хорошо, перейдем к пятой части. Скрестите руки перед грудью на расстоянии примерно одной ладони. Вдохните, притяните левую руку к груди, вытяните правую руку. Выдохните, притяните правую руку к груди, вытяните левую. Вдохните, притяните левую руку, вытяните правую. Выдохните, притяните правую, вытяните левую. Повторите несколько раз. Это упражнение стимулирует циркуляцию крови и укрепляет локти. Сделайте наоборот. Вдохните, притяните правую руку, вытяните левую.
Выдохните, притяните левую, вытяните правую. Вдохните, выдохните, вдохните, выдохните, вдохните, выдохните, вдохните, выдохните. Это упражнение помогает при отеках или онемении плеч и локтей. Укрепляет сердце, печень, желчный пузырь, легкие. Таким образом, когда кровь в голове и руках циркулирует хорошо, весь организм чувствует тепло. Те, кто страдает от заболеваний сердца и легких, почувствуют большое облегчение, дыхание станет свободным и глубоким, очень приятным. Вдохните, выдохните. Упражнение лук. Вытяните обе руки вверх, руки параллельны полу. Поверните налево на 90 градусов. Вдохните. Вдохните, одновременно потянув правую руку вдоль левой. Тяните как можно сильнее. Повернитесь обратно в центр. Выдохните. Повернитесь направо. Вдохните, одновременно тяните левую руку как можно сильнее. Повернитесь обратно в центр. Выдохните. Повернитесь налево. Вдохните, тяните правую руку как можно сильнее. Повернитесь обратно в центр. Выдохните. Обратите внимание, при тяжке руки следует тянуть как можно сильнее. Рука должна достигать плеча. Поднимите локти высоко, руки параллельны полу. Повернитесь налево, вдохните, максимально потяните правую руку. Повернитесь обратно в центр, выдохните. Справа также вдохните, потяните левую руку как можно сильнее, повернитесь обратно в центр, выдохните. Sau khi làm xong thức này, người thường nóng ran khắp lồng ngực, đầu bởi khí chuyển động làm ảnh hưởng đến trung tiêu, gồm tỳ vị. Это упражнение укрепляет сухожилия, плечевые суставы и локти, улучшает функцию селезенки и желудка. Очень полезно для людей с расстройствами пищеварения, вздутием живота, ощущением холода в животе, метеоризмом, запорами, проблемами с пищеварением, особенно для пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Вдохните, вернитесь в центр и выдохните. Завершаем шестую часть. Вдохните, мягко поднимите обе руки вверх. Выдохните, напрягите руки. Левая рука поднимается вверх, правая опускается вниз. Представьте, левая рука толкает небо вверх, правая рука нажимает на землю вниз. Затем расслабьтесь, вдохните и притяните обе руки к подмышкам. Повторите с другой стороны. Выдохните, правая рука толкает небо вверх, левая рука нажимает на землю вниз. Вдохните мягко и притяните руки к подмышкам. Поочередно меняйте стороны. Это упражнение укрепляет сухожилия и мышцы обеих рук, укрепляет желудок и селезенку. Люди с слабыми руками, страдающие от дрожания рук и затруднения в удержании предметов, могут значительно улучшить свое состояние с помощью этого упражнения. Это упражнение доступно с дубляжом на нескольких языках. Поделитесь им с другими, чтобы они тоже могли практиковать и улучшать свое здоровье. Вы занимаетесь хималайским цигуном. Это одна из лучших практик для укрепления здоровья человека. Мы продолжим представлять вам множество полезных упражнений для здоровья. Пожалуйста, помогите нам, поделившись ими с как можно большим количеством людей. Стучите по точке Минмень и похлопывайте по плечам. Минмень, также известная как врата жизни, это важная точка, расположенная на позвоночнике напротив пупка. Используйте тыльную сторону руки для стука по Минмень, другой рукой похлопывайте по плечу. Поочередно меняйте руки. Похлопывание по плечам стимулирует верхушку легких. Минмень расположен между двумя почками. Стук по Минмень укрепляет почки, повышает ян-энергию тела. Поворачивайтесь влево и вправо. Дышите свободно. Это упражнение укрепляет спину, плечи и почки. Ngang lưng là thận du, bờ vai phía trước cuối cùng của thận kinh, tăng cường sức lực cho vai và lưng, điều hòa thận khí. Когда почки становятся сильнее, улучшается состояние, связанное с суставами. Исчезает боль в спине, уменьшается ночное мочеиспускание, укрепляется сексуальная функция. Это очень полезно для пациентов с ослабленными почками. Đôi khi buồn tiểu.
Вы занимаетесь хималайским цигуном. Это одна из лучших практик для укрепления здоровья человека. Завершаем 8-ю часть. Пожалуйста, сядьте. Сядьте в удобной для вас позе. Ngồi chân trong chân ngoài, gọi là ngồi cắt kéo. Положите руки на колени. Держите спину прямо, расслабьтесь, не качайтесь из стороны в сторону. Tay là lên đầu gối. Và bây giờ chúng ta xoay tròn người. Круговые движения телом. Вдыхайте в задней половине движения, выдыхайте в передней половине. Hít vào nửa phía sau, Вдыхайте thở ra сзади, phía trước. выдыхайте Hít спереди. vào nửa phía sau, thở ra từ phía trước. К настоящему моменту во Вьетнаме и во всем мире сотни тысяч людей практикуют хималайский цигун и получают отличные результаты для своего здоровья. Многие люди излечились от своих заболеваний. Tác dụng thức thứ 9. Это упражнение гармонизирует энергию гравообращения в нижней части живота, положительно влияя на половые и репродуктивные органы. Также помогает при проблемах с тонкой и толстой кишкой, мочевым пузырем. Cần luyện thức này càng lâu càng tốt, nhất là những người bị đau ngang lưng, bàn tọa. Это упражнение полезно для людей с диабетом и сексуальными расстройствами. Повернитесь в противоположную сторону и повторите то же самое. Quay ngược lại. Làm hệt như vậy. Упражнения, которые мы вам показываем, раньше были доступны только королям и аристократии во дворцах. Обычные люди не знали об этих упражнениях. Но теперь мы хотим распространить их среди всех людей на Земле, потому что они действительно очень полезны для здоровья. Пожалуйста, помогите нам, поделившись ими с как можно большим количеством людей. Делиться этими упражнениями значит делать доброе дело для жизни. Вытяните обе ноги вперед. Chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước. Вдохните, прижмите левую ногу к Ép телу. chân kéo sát vào người. Выдохните, сильно вытяните Thở ногу. mạnh ra. Повторите с другой Kéo sát vào ногой. người. Thở mạnh ra. Вдохните, прижмите ногу к телу, выдохните, сильно вытяните. Повторите еще несколько раз. Вдохните, выдохните, вдохните, выдохните, вдохните, выдохните, вдохните, притяните ногу, выдохните, вытяните. Hít. Вдохните, выдохните, вдохните, выдохните, вдохните, выдохните, вдохните, притяните ногу к телу, выдохните, сильно вытяните ногу. Затем схватите обе ступни. Если не можете схватить ступни, возьмите удобное место. Максимально потяните обе ступни к телу. Bẻ hai cái cổ chân, kéo căng hết cỡ về phía cơ thể của mình. Тяните ступни как можно сильнее, держите около 40 секунд. Khoảng 3-4 Дышите естественно. thậm chí có thể giữ 1 phút. Nhưng vẫn hít thở bình thường, không nín hơi, chỉ có kéo cái cổ chân hết cỡ.
Завершите упражнение. Теперь лягте, расслабьте все тело, лежите и расслабляйтесь. Lưu ý cái quãng thời gian mình nằm thư giãn thì nó cũng tương đương với quãng thời gian mà mình kéo hai cổ chân. Ví dụ vừa rồi Расслабьтесь, отдохните примерно 1 минуту. hết cỡ về phía cơ thể mình trong khoảng 1 phút thì bây giờ mình cũng nằm thư giãn 1 phút. Это упражнение доступно с дубляжом на нескольких языках. Поделитесь им с другими, чтобы они тоже могли практиковать и улучшать свое здоровье. Мы продолжим представлять вам множество полезных упражнений для здоровья. Пожалуйста, помогите нам, поделившись ими с как можно большим количеством людей. Пожалуйста, медленно поднимитесь. Từ từ ngồi dậy. Встаньте, расставив ноги на ширину плеч. Rộng bằng Вдохните, hơn vai. поднимитесь на цыпочки, поднимите обе руки до уровня плеч. Kiễng chân, vươn hai cánh tay lên ngang vai. Выдохните, сядьте, оставаясь на цыпочках, опустите обе руки назад как можно сильнее. Ấn ra sau hết Встаньте, вдыхая. lại lên hít. Thở. Выдохните, стойте на пятках. Hít. Вдохните, поднимитесь на цыпочки. Ngồi kiễng hạ xuống. Выдохните, сядьте, оставаясь на цыпочках. Встаньте, вдыхая, поднимаясь на цыпочки. Выдохните, опустите руки, стойте на пятках. Вдохните, выдохните, вдохните, выдохните. Эффекты частей 10 и 11 укрепляют коленные и лодыжечные суставы, запястья укрепляют мышцы и связки ног, тренируют нервную систему для достижения баланса. Люди с слабыми ногами, испытывающие трудности с ходьбой, страдающие от ишоса, могут значительно улучшить свое состояние с помощью этого упражнения. Вдохните, поднявшись на цыпочки, поднимите руки вверх. Выдохните, сидя на цыпочках. Вдохните, поднявшись на цыпочки. Выдохните, встав на пятки. Завершение 11 части. Далее, стойте, ноги чуть шире плеч. Вдохните, поднимая руки вверх, откиньтесь назад, насколько возможно. Выдохните, наклонитесь вперед, опустите руки. Если ваши руки достигают земли, это хорошо. Но если пока нет, не напрягайтесь. Со временем ваша спина станет более гибкой, и вы сможете дотянуться до земли. Вдохните, откидываясь назад с поднятыми руками. Выдохните, наклоняясь вперед, опуская руки. Поднимитесь, вдыхая, наклонитесь, выдыхая. Поднимитесь, вдыхая, наклонитесь, выдыхая. Завершение 12 части. Стопы вместе. Откройте стопы под углом 90 градусов. Поверните пятки наружу как можно больше. Присядьте, сохраняя спину прямой. Руки в кулаках на поясе. Вдохните, расправляя пальцы. Поднимите руки к подмышкам, вдыхая. Выдохните, опустите руки за голову. Вдохните, поднимите руки через голову перед грудью. Выдохните, опустите руки на бедра. Вдохните, раскрывая каждый палец. Повторите еще несколько раз. Выдохните, опустите руки за голову. Вдохните, поднимите руки через голову перед грудью. Выдохните, опустите руки на бедра. Вдохните, поднимите руки к подмышкам. Выдохните, опустите руки за голову. Вдохните, поднимите руки через голову. Выдохните, опустите руки.
Это упражнение способствует циркуляции крови и энергии по всему телу, усиливает внутреннюю силу, замедляет процесс старения, помогает долгое время оставаться молодым. Вдохните, поднимая руки к подмышкам, вытягивая пальцы. Выдохните, опустите руки за голову. Вдохните, ведите руки через голову перед грудью. Выдохните, опустите руки на бедра, сгибая пальцы. Давайте повторим еще несколько раз. Thở đưa ra sau gáy, hít vòng từ gáy qua đầu về trước ngực, thu tay về hông, thở ra và gập từng ngón tay lại. Завершение 13 части. Возвращаемся к упражнению по стуку по точке Минмень. Но на этот раз одной рукой стучим по Минмень, другой рукой похлопываем по всему телу. Похлопываем от плеча вниз, снизу вверх. Dọc theo mảng sườn xuống dưới và từ dưới đi lên. Похлопываем, поворачиваясь в обе стороны. Дышите свободно. Выполняйте это упражнение в любое время, когда чувствуете усталость, боль в спине после долгого сидения. Достаточно нескольких минут, и вы почувствуете оживление. Эти клипы, в которых мы в желтой одежде, были сняты в 2020 году. Спустя 4 года все трое из нас выглядят моложе и здоровее. Мне сейчас 57 лет. Завершаем упражнение Чингшингун «Вечная молодость». Дорогие друзья, мы завершили упражнение Чингшингун «Вечная молодость», и я уверен, что теперь вы чувствуете себя намного бодрее и комфортнее. Так что продолжайте практиковать эти упражнения каждый день, всего 30 минут в день. И вы будете обладать отличным здоровьем, тело всегда будет полно энергии, и вы будете выглядеть значительно моложе своего возраста. Избавляйте от всех болезней плеч, шеи, вестибулярных нарушений, недостатка крови в мозгу и обеспечивайте быструю, легкую и здоровую походку, как у молодых людей. И как вы видите, эти клипы, в которых я одет в желтое и тренируюсь с моделями, были сняты почти 4 года назад. Сегодня 10 января 2024 года, то есть почти через 4 года. Я уверенно могу сказать, что за эти 4 года я не постарел, а стал более здоровым и молодым. Это благодаря ежедневной практике упражнений хималайского цигуна, включая Чингшингун «Вечная молодость». Так что не забывайте регулярно тренироваться каждый день. Если вы считаете этот видеоклип полезным, нажмите кнопку подписки, кнопку колокольчика, чтобы получать последние уведомления. Нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь им с сообществом. Мы будем производить множество видеоклипов с полезными для здоровья упражнениями. Мы надеемся на вашу поддержку. И если вы хотите угостить меня чашечкой кофе, нажмите кнопку благодарности. Я буду очень рад выпить чашку кофе, которую вы мне угостите. На этом прощаюсь. До встречи в следующих видео с лучшими упражнениями для здоровья от хималайского цигуна. Прощайте и до встречи.